Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала, рада вас всех приветствовать. Сегодня мы с вами поговорим о фигурах нейрографики. И самой главной фигурой в нейрографике, конечно же, можно назвать круг. Он у вас получается вне зависимости от того, умеете вы его рисовать или нет. Круг получается всегда. Круг представляет собой гармонию. Это самая гармоничная фигура, самая безопасная. Она образует такую целостность. Энергия мироздания идет. Когда вы рисуете круг, вы можете почувствовать, как становится легко, спокойно. Может, у кого-то ассоциируется круг с энергией Солнца. И там, где есть конфликт, мы всегда все скругляем, да, синхронизируем с кругом, да, чтобы убрать конфликт. И появилась безопасность, да, появилась гармония, появилась радость. Ощущения, которые вы испытываете, когда рисуете круг, они меняются прямо на глазах. Вы начинаете ощущать спокойствие, уверенность. И холодный, трезвый взгляд, да, на вещи, он сразу же приходит, да, отходят эмоции. И когда нету никакого волнения, у вас сразу приходят все ответы на все вопросы, которые вы, возможно, не могли до этого найти. Что же, следующая фигура, которую все почему-то очень боятся, но я на самом деле ее люблю. Я ее люблю, она мне нравится, я считаю ее совершенной, идеальной, может быть, потому что у меня у самой очень много энергии, да, и я не боюсь вот этой вот мощи. Даже есть такая практика, если вам вдруг у вас какой-то упадок сил наблюдается, если не хватает энергии, сядьте, порисуйте просто треугольники. И у вас прям появится прилив сил, прилив жизненной энергии, прилив сил. И, как я уже говорила неоднократно, да, и в предыдущих видео, треугольник зачастую, да, его соотносят с энергией конфликта. И да, порой очень нужно задать тот самый конфликт, несмотря на то, что я безумно люблю гармонию. Энергии у меня предостаточно, но тем не менее, когда нужно сдвинуть все дела с какой-то застоявшейся точки, да, мы используем треугольники. Бояться их не стоит. Треугольник, он действительно задает конфликт, он выводит вас из той самой привычной зоны комфорта, чтобы вы могли достичь того, что желаете. Треугольники используют для прорыва, для того, чтобы сдвинуть дела с застоявшейся какой-то точки. Да, до тех пор, пока мы не провели нейрографическую линию, это просто треугольник, да, и он не представляет для вас никакой опасности. Но как только вы проводите нейрографическую линию, треугольник создает новые нейронные связи в вашем подсознании, да, и, соответственно, меняет вас изнутри. Посмотрите, какая мощь исходит от треугольника, да, он ассоциироваться может у кого-то с пирамидой, с величественной. Тем не менее, если вы можете его контролировать, всю вот эту вот энергию, которую он несет, тогда он для вас абсолютно безопасен. Просто обращайте внимание на то, что вы чувствуете и как вы себя ведете, как вы себя ощущаете, да, после подобных работ. Тем не менее, в любом случае вам всегда нужно уметь контролировать свои эмоции. Сейчас тем более энергии такие, да, и вот может быть кому-то кто-то очень чувствителен, да, и энергии не хватает, но в данный момент, вот если прямо сейчас вы смотрите это видео, то сейчас у вас с энергией все в порядке, да, ну когда Луна, условно говоря, убывает
Впереди нас тем более там ждет коридор затмений. Энергии будет, если недостаточно, то пожалуйста. Вот, итак, треугольники. И следующая фигура, одна из моих любимых, она у меня появляется как-то самостоятельно, даже не стоит прикладывать каких-то усилий. Все ее знают, все ее тоже любят. И тоже используют. Это, конечно же, квадрат. Что такое квадрат? Квадрат – это надежность. Вот где есть квадрат, это надежность, это стабильность, это, опять же, безопасность и какое-то такое чувство внутренней уверенности, да, которое у нас появляется, когда мы видим квадрат. Вы очень часто можете наблюдать квадрат, когда вы работаете с алгоритмами снятия ограничений, например, да, они зачастую появляются сами. Мне очень часто слушатели пишут, глядя на мои работы, у меня вот достаточно часто, я не знаю, каким образом так получается, но у меня вырисовывается и квадрат, и яйцо. Вот, квадрат – это у нас стабильность. Знаете, что тот вопрос, который вы задали, там будет успех, там будет стабильность, если вы найдете квадрат. Разумеется, намеренно его рисовать не стоит, вот, но если очень хочется, то почему бы и нет. Вот такой короткий обучающий у нас сегодня видеоряд получился. Я вас всех благодарю за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Благодарю за просмотр. Пока-пока.